А это какой-то чувак с ведром на голове. Но нам немного тяжело дышать, чувствуется нехватка небольшая кислорода. 520 ступенек. И пошел. Погнали. Привет, друзья! Вы на канале This Maxis, и сегодня вы оказались во французских Альпах. Сейчас конец февраля, снег уже потаял, конечно. Но вот мы приехали в маленький небольшой городок, который называется Межев. Будем здесь отдыхать, кататься на лыжах целую неделю. И я сейчас вам все буду это показывать в этом видео. Оставайтесь на связи. Заселились мы вот в этом таком небольшом домике, в квартирке на 2-м этаже. Так как это школьные каникулы, и мы резервировали всего за месяц до поездки, выбора особо много не было. Поэтому пришлось довольствоваться тем, что есть. Сколько можно? Вот небольшой рум-тур в квартирке, в которой мы заселились. Вот здесь спальня для 2 человек со шкафом. Там у нас находится ванна, туалет. А вот здесь у нас находится такой зал, тоже там 2 человека могут спать. И вот смотрящий здесь сидит уже Мирослав, смотрит мультики. Удобно ему со 2-го этажа. И здесь у нас такой балкончик. Из-за лестницы. Из-за лестницы здесь нельзя открыть. Лестницу надо снимать. Хоп. Вот так. Вот так вот, вот так вот. И вот здесь выход такой на балкончик, на котором кто курит, может курить. И смотреть на горы. Ну, конечно, вид бы был красивее, если бы здесь лежал снег. Мягкий, пушистый. Итак, добрались мы до центра Межев. Туристическая деревушка известная. Все очень красиво, аутентично. Деревянные домики, где проживают люди. Пьют пивко, рестораны, бары. Очень красиво. Такой, оказывается, очень дорогой городок здесь. Дорогие отели. Вот здесь 4-звездочный, там 5-звездочный. Здесь дорогие бутики. Всякие Джорджо, Армани. Фигурки разные, там по несколько сотен евро. А это какой-то чувак. Стоит с ведром на голове, с краской и с пакетами. Картье и с ведром на голове. Продолжаем прогуливаться по деревушке Межев. Что сказать, в общем и целом, дорого-богато, как говорится, но море туристов. Сейчас конец февраля, и буквально все забито, все кафе, рестораны, бары. Люди возвращаются с лыж. Достаточно крупненький такой городок, все есть. Отель, рестораны, казино, развлечения. Вот даже нашли каток для детей. Дети катаются. Заканчиваем сегодняшнюю прогулку по Межев. Только приехали, надо ехать домой отдыхать. Серега, как тебе понравился городок? Расскажи, что понравилось тебе? Ну, необычный такой, никогда в таких я не был еще первый раз. За свои 53 года. Богатый антураж, да? Архитектуру вижу такую. Сейчас двигаем домой, а завтра мы выспимся и с новыми силами поднимемся на самый верх горы и будем кататься на лыжах. Это то, ради чего мы приехали, конечно же, сюда. Погнали! Сегодня первый день, хороший, светит солнце, и мы стартанули все вместе, втроем, в таком вагончике интересном. Будем сегодня кататься целый день под солнышком, тестировать разные горки. Постараюсь снять несколько интересных моментов. Погнали!
Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. Cause I know you got me up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. 50%. Вот здесь такие тусовки. Диджей играет, все дела. Третий день откатались мы, ноги уже забились хорошо, проехали сегодня около 50-60 километров. А сейчас просто сижу на учебной трассе, Миро учится здесь кататься, медитирую, смотрю на вид красивый горный. Красота. Вот он, Миро, первые познания в катании на лыжах. Тренер их тренирует. Так лучше, думаю, самое простое. Научиться ребенку, чтобы не словить страх. Итак, сегодня 4-й день нашего отпуска. И сегодня день отдыха для ног. На лыжах мы не катаемся, чтобы ноги успели восстановиться. И мы едем сегодня на маленькую экскурсию в город Шамани. Просто погулять, насладиться свежим горным воздухом, ну и, может быть, посмотреть некоторые достопримечательности в этом регионе. От нас ехать 30 минут всего на машине до Шамани. Вот мы сейчас в дороге, двигаемся по автобану среди горной местности. В Шамани находится второй по величине туннель, самый прорытый в Европе. Длина его составляет 18 километров. И сразу по нему можно добраться в Италию. Как-то по нему ехали мы несколько лет назад. Почитал в Википедии, его строили, по-моему, аж 40 лет копали. И теперь, наконец-таки, он доступен. Лет 5 назад стал для автомобилистов. Вот на таком поездочке мы поедем скоро в нашу экскурсию. Старенький поезд, специальный туристический. Отправление у нас через полчаса. Добрались мы до этого вагончике, 20 минут ехали, вот вышли сразу на смотровую площадку здесь. Красиво как. А это куда-то еще вагончики едут. Сейчас мы будем спускаться на этих телекабинках в грот изо льда. Там какой-то есть пещера ледяная какая-то. Думаю, будет интересно там. Ну, виды здесь, конечно, шикарные. Мы продолжаем наш спуск к гроту изо льда. А вот смотрите, вид какой
открывается. Как я понял, там есть спуск с самого Монблана, может на лыжах, я там людей лыжников видел. Дотопали мы спустя 15 минут до ледяной горы. Все из-за льда. Весь коридор сделан изо льда. О, стекло. Посмотрели мы эту ледяную пещеру, вон она позади осталась нас. И теперь нас впереди ждет 520 ступенек подъема. Сейчас ноги будут просто ныть, страдать. А вон лыжники идут. Фу, поднялись мы с этой горы. 520 ступенек надо было вверх идти. Думал, ноги отдохнут сегодня, но не судьба. Как тебе подъемчик? Расскажи. Классно. По ступенечкам. Ты отдыхала, Да, останавливалась? не, нормально. Один раз отдохнула. Перед отправкой вниз на нашей электричке посоветовали сюда сходить, посмотреть какой-то музей. А где он? По-моему, вот этот. Вы кто такие? Такой домик стоит какой-то каменный. 5 на 10 метров. Солнышко вышло, красота. Продолжаем гулять. Скоро будем в Шамани спускаться вниз. И там по городу просто прогуляемся. Ну, здесь такой маленький музейчик показывает, как метеорологи изучают ледники, бурят их специальными какими-то, не знаю, как это сказать, сверлами изучают породы и так далее. Вот сверло вот это, которым бурят породы. Среди снегов и гор я нашел маленького котофейча. Иди сюда. Кс-кс-кс-кс-кс. Нет, убежал от меня. И пошел по своим кошачьим делам. Продолжаем нашу прогулку по городу Шамани. Вон видно подъемники, куда люди на лыжах катаются, ездят. Даже вон на этом как-то с парашютом летают. Параплан. Но очень симпатично. Мордоворый! Кузал! Что он говорит? Приятного аппетита. Кушайте, кушайте. Спасибо большое. Спасибо. Заканчивается наша прогулка и наш визит города Шамани. Советую вам сюда приехать. Очень прикольный туристический городок. Есть много разных экскурсий. Там, ну, самое главное, конечно, надо на лыжах кататься и подняться на сам Монблан посмотреть. А завтра мы сюда еще вернемся с Сергеем, чтобы подняться на самую высшую точку Европы. Сам пик Монблана. Поэтому отсюда мы сразу перемещаемся в завтра. Вот мы оказались опять на том же месте в Шамани на следующий день. Сейчас готовимся подниматься на самый пик. Где-то через полчаса у нас можно будет пойти на телекабину эту. Уже люди много здесь собралось, но в основном лыжники, которые спускаются с самого пика. Что и я хочу сделать через год примерно или через 2. Ну что, едем смотреть. Доехали до первой станции. Здесь, по-моему, 200 с чем-то метров. Сейчас вот надо опять эту новую вагонетку брать и уже на самый пик ехать, который вон там. Буквально весь вагончик набит лыжниками, которые спускаются с самой вершины. Мы только вдвоем с Серегой без лыж.
Поднялись мы с Серегой на самую высшую точку Европы. Закрыл я очередной свой гештальт, который был не закрыт, подняться сюда. Сейчас будем здесь гулять, смотреть, что здесь есть. Вот, самый пик это вон там. Сейчас туда поднимемся. А вот просто вид на горы пока. А вон лыжники спускаются, как я хочу как-то попробовать один раз. Спускаются вниз и оттуда до самого Шамони. А Шамони вон маленький городок сверху. На улице холодно. Минус 15 сейчас, руки отмерзают. Тепло лети, девица. Ну и здесь, друзья, классическая история рассказывает, что 400 лет назад нашли этот массив. Потом в 742 году первые подъемы были. Потом уже начали строить. В 790 году построили первое убежище. И потом открыли в 71 году новые спуски. Вот они здесь. Ну и в конце концов построили профессиональный подъемник, на котором все желающие теперь могут подниматься и спускаться на лыжах. В следующей комнате вот мы видим, объясняет, что на высоте тяжело дышать. Но нам немного тяжело дышать, чувствуется нехватка небольшая кислорода. Как-никак 4000 метров. Вот, поднялись мы еще на одну панорамную точку. Виды, конечно, здесь выше гор уже, чем это нету здесь. Вон он, маленький-маленький Шамони город. Как на ладони. Че, тяжело, Серега, дышать? Дыши, дыши. А вон лыжники внизу едут. Вот еще на маленьком лифте поднялись. Вот здесь самый пик из всех существующих. 3842 метра. Отсюда еще лучший вид открывается. На лыжников, тоже на горы все. А здесь еще есть какой-то аттракцион. Ого, вот это я люблю. Стекло. Прозрачное стекло над обрывом. Вау. Это да. Вот ходим к этому. Ой, как страшно. Ужас просто. Ой. Ой. Вау. Просто вау. Офигеть. Нет слов. Ну вот мы спустились с горы. Закрыл я наконец-таки свой гештальт. Давно хотел, уже 5 лет подняться на эту гору. Теперь в следующий раз буду подниматься только, чтобы спуститься оттуда на лыжах. Ну и наш отпуск недельный в Альпах подошел к концу. Поэтому не забывайте подписываться на этот канал, ставить лайки, комментировать. До новых встреч. Пока.